Даже если вы никогда не слышали о компьютерах фирмы Silicon Graphics, сокращенно SGI, вы точно видели созданную на них графику. Львиная доля киноблокбастеров и игровых хитов из 90-х не появилась бы в свое время на свет без этих машин, как и не случилась бы своевременная революция в 3D-графике на ПК, и это совсем не преувеличение. Еще в 80-х компания Silicon Graphics стала лидером на молодом, но активно развивавшемся рынке компьютерной графики. Ее суперкомпьютеры, стоившие сотни тысяч долларов, применялись в отраслях, где требовалась визуализация данных, от науки и промышленности до медицины и индустрии развлечений. Первые коммерческие программы трехмерного моделирования и анимации появлялись именно на платформе SGI, постепенно делая ее общепризнанным стандартом. К концу 80-х машины SGI становились все сложнее и дороже, но вместе с тем росла и популярность 3D-графики. Закономерно возник спрос на более доступные рабочие станции, и Silicon Graphics начали создавать компактные машины, производительность которых была сопоставима с дорогостоящими SGI предыдущих поколений. Первым из таких доступных компьютеров в 1988 году стал Personal Iris стоимостью от 16 тысяч долларов и производительностью на уровне громоздких SGI 3000 серии. В отличие от конкурентов, он позволял интерактивно работать с цветной 3D-графикой и поставлялся с предустановленным набором продвинутых 3D-редакторов. Последовавший за ним в 1991 году Iris Indigo стоил уже от 10 тысяч долларов. Он носил кодовое имя Голливуд и был самым компактным и быстрым настольным компьютером SGI, за что и снискал большую популярность в США. В максимальной комплектации он обладал производительностью, как у топовых рабочих станций Power Series GTX, на которых в 1989 году художники студии ILM создали водяной тентакль для фильма «Бездна». Спустя еще 2 года, в 1993-м, выходит совсем недешевый Indigo 2. Начальная стоимость в 35 тысяч долларов и значительно возросшая производительность делали эту систему доступной только для профессионалов из больших компаний. Но в качестве бюджетной альтернативы оригинальному Indigo, а также для конкуренции с мультимедийными Макинтошами и ПК, в том же 1993 году SGI выпускает Indy – свой самый доступный компьютер. О нем и пойдет речь в этом видео. Silicon Graphics Indy — это мультимедийная рабочая станция, поступившая в продажу в сентябре 1993 года, предназначавшаяся для разработчиков, CAD-инженеров, дизайнеров, полиграфистов и 3D-художников, которым требовались более широкие возможности, чем могли дать мультимедийные ПК и Макинтоши того времени по сопоставимой цене. Стоимость Indy начиналась от 5000 долларов и традиционно для компьютеров SGI могла вырасти в несколько раз в зависимости от конфигурации. Всего на старте продаж предлагалось 4 варианта, отличавшихся размером кэш-памяти у процессора, графической подсистемой и объемом жесткого диска, который в базовой модели и вовсе отсутствовал. Перед покупкой в любой из этих конфигураций можно было заменить жесткий диск на более подходящий и добавить оперативную память. Максимально поддерживаемый Indy объем составляет 256 мегабайт, что для 1993 года было бы неслыханно много и дорого. Каждый мегабайт стоил тогда около 100 долларов. В комплекте с Indy поставлялась собственная видеокамера, 15 или 16-дюймовый монитор, который с доплатой можно было заменить на 19-дюймовый, а также клавиатура и мышь. Опционально можно было докупить внешний привод компакт-дисков и встраиваемый магнитооптический дисковод, который помимо обычных поддерживал и 21-мегабайтные дискеты. Огромная инструкция, где подробно описано абсолютно все, что нужно знать счастливому пользователю, также прилагалась. Конфигурация Indy, с которой записана большая часть футажей для этого видео, выглядит так. Один из простейших процессоров MIPS 4000 серии с частотой 100 МГц без кэша второго уровня. Самая мощная из доступных для Indy графическая подсистема XZ с 3D-ускорением. 192 МБ оперативной памяти и жесткий диск на 8 ГБ. Если в этой системе сократить объемы памяти до минимальных, то получилась бы конфигурация из 1994 года, которая продавалась по цене в 18 500 долларов.
Увеличим ей оперативную память до 128 мегабайт и получим общий ценник, превышающий 36 тысяч. Жестких дисков на 8 гигабайт тогда еще не существовало, а максимально доступный 2-гигабайтный стоил почти 7 тысяч. Если не придираться к нюансам, то получается, что инди из этого видео стоил около 45 тысяч долларов. Конечно, в 1994 году за такие деньги можно было купить гораздо более мощный Indigo 2 Extreme или несколько инди попроще. Из всего этого может показаться, что минимальная цена в 5000 долларов за инди была только рекламной уловкой. Но в то же время цена мультимедийных ПК на базе только что появившихся пентиумов спокойно могла перевалить за 7000. А у квадромаков это уже были все 10, которые также легко превращались в 37, если у вас было желание максимально его укомплектовать. Но чтобы догнать по функционалу инди, к такому компьютеру все равно пришлось бы докупать платы расширения от сторонних производителей. Несмотря на то, что инди позиционировался как младшая в линейке силиконов модель, в большинстве своих конфигураций он легко заменял оригинальный Indigo и заметно превосходил по встроенному функционалу все настольные компьютеры SGI. Одной из отличительных особенностей инди была работа с видео. Встроенная система Vino Video включала композитный и S-видео входы, которые позволяли делать видеозахват с любых устройств, а при наличии опциональных плат Cosmo Compress и Indie Video можно было получить более высокие разрешения и битрейт, а также видеовыход. Поставляемая в комплекте видеокамера IndieCam была первой в мире веб-камерой до существования веба. Она предназначалась для сетевых видеоконференций, на которых несколько человек могли обсуждать общий проект, над которым работали. При этом находиться они могли в разных городах и странах. Максимальное разрешение видеопотока составляло 640 на 480 пикселей при 30 кадрах в секунду, а соединение устанавливалось по телефонной линии через ISDN-порт, помимо которого в системе предусмотрен и Ethernet-порт для подключения к хранилищам, компьютерам и другим устройствам из локальной сети. Стандартный для компьютеров тех лет набор из параллельного и серийных портов дополнен внешним SCSI-интерфейсом, а также полноценным аудиофункционалом и портом для 3D-очков, чтобы работать со стереоизображениями. Для подключения к монитору в Индии используется проприетарный порт 13W3, в котором под RGB-сигнал выделены большие контакты. Похожие порты использовались и в рабочих станциях других производителей, но распиновка в них была совершенно другая. Весь этот мультимедийный комплекс работает из коробки благодаря операционной системе IRIX, разработанной программистами SGI на базе системы Unix. Другие известные операционные системы, построенные на основе Unix, это, например, современный Linux и macOS. IRIX достаточно прост в освоении. Через меню в верхней части экрана доступны все системные настройки. И несмотря на то, что некоторые команды иногда приходится выполнять из консоли, основной пользовательский функционал реализован в виде большого количества простых и понятных графических интерфейсов с масштабированием векторных иконок, перетягиванием элементов из одного окна в другое и копированием выделенного текста одним нажатием средней кнопки мыши. С конца 80-х стандартное разрешение рабочего стола в IRIX составляет 1280 на 1024 пикселя и легко умещает в себе несколько открытых окон, которые удобно сворачиваются в миниатюру в верхней части экрана, если на нем не хватает места. По умолчанию IRIX включает набор утилит для настройки системы и комплектных периферийных устройств, текстовые редакторы, мелкие приложения для продуктивности, а также демонстрационные программы, показывающие, на что способна система. Без порта Duma здесь также не обошлось, причем сделали его сами id Software. Позднее на IRIX портировали 3 части Quake, но для их работы нужна графическая подсистема с поддержкой текстурирования, иначе вся презентация ожидаемо превращается в слайд-шоу. В начале 90-х большая часть профессионального софта для работы с компьютерной графикой разрабатывалась именно под IRIX. Одной из самых известных программ тех лет был Alias Power Animator, легендарный пакет для 3D-моделирования и анимации NURBS поверхностей, в котором создавали графику ко множеству голливудских фильмов. Другой, не менее легендарный 3D-пакет назывался Wavefront Advanced Visualizer. Именно в нем впервые появился самый известный 3D-формат OBJ. Wavefront позволял работать не только с NURBS поверхностями, но и с полигональными моделями, метаболами, системами частиц и даже имел свой собственный модуль для нелинейного видеомонтажа.
Часть своего функционала Wavefront получил от еще одного популярного в те годы 3D-редактора TDI Explore, в котором также создавалась графика к рекламным роликам, мультфильмам и аттракционам. Позднее на основе этих трех больших программ был создан всем известный 3D-пакет Maya, который до сих пор применяется в киноиндустрии. Для IRIX также выходило множество 2D-редакторов, от совсем простых вроде Wavefront with Paint до более сложных Alias Eclipse и мультиплатформенного Adobe Photoshop. Как и любой другой компьютер от Silicon Graphics, Indy имел большие возможности для апгрейда и конфигурации железа под необходимые задачи. За 4 года производства для него вышло несколько процессоров 4 и 5000 серии MIPS с разными частотами и объемом кэш-памяти. Процессоры MIPS строились на архитектуре RISC, философия которой сводится к оптимизации команд для выполнения их за один такт, что принципиально отличается от более распространенной архитектуры CISC, где комплексные команды зачастую требуют нескольких тактов. Именно поэтому сравнивать процессоры MIPS и Intel с одинаковыми частотами не имеет никакого смысла. Но зато мы можем сравнить графические подсистемы, выходившие для Indy. Всего их существовало 3. Одноплатные Newport Graphics с 8 и 24-битным цветом, сокращенно XL8 и XL24, которые были доступны на старте продаж, и двухплатная Express Graphics, сокращенно XZ, которая вышла в 1994 году. 8-битная версия XL не имела чипов памяти на плате и могла отображать только 256 цветов, но по производительности она была идентична 24-битной версии. Оба варианта были заточены под 2D-задачи и не имели аппаратного ускорения и Z-буфера. Поэтому при работе с 3D их скорость напрямую зависела от частоты процессора. Двухплатная XZ немного уступает XL по скорости в 2D, но заметно превосходит ее в 3D-задачах. Она обладает 24-битным цветом и имеет аппаратный Z-буфер и 4 геометрических процессора с общей вычислительной мощностью в 128 мегафлопс. Аналогичной по мощности у других настольных SGI была подсистема Elan, которая, в свою очередь, немного превосходила по мощности графическую подсистему GTX из топовых машин SGI конца 80-х. Сравним скорость работы двух конфигураций Indy в программе Alias Power Animator 1993 года. Вращение модели в реальном времени заметно плавнее работает с графической подсистемой XZ. Предварительная отрисовка поверхностей в Power Animator вычисляется только процессором. Система со 175 МГц MIPS 4000 серии вдвое быстрее справляется с задачей. А конфигурация слева наглядно демонстрирует скорость работы базового Indy со 100 МГц процессором. Повторим этот тест на другой модели и снова получим тот же результат. Как уже упоминалось, объем оперативной памяти в Indy мог составлять от 32 до 256 мегабайт. Для этого в системе предусмотрено 8 слотов, в которые память устанавливается наборами по 4 штуки сразу. Ровно такой же объем памяти поддерживает и другая популярная модель SGI Crimson. Этот красный 80-килограммовый компьютер выпускался в течение 1992 года и был первым SGI, поддерживающим новый 64-битный процессор MIPS R4000, на котором работает и Indy. Графическая подсистема Elan, о которой я упоминал раньше, также есть и в форм-факторе Crimson. Таким образом, можно максимально укомплектовать Indy и получить производительность среднего Crimson. Это наглядно показывает, как быстро развивались технологии в 90-е. Конечно, преимущество Crimson в том, что в него можно было установить больше жестких дисков и состоящие из нескольких плат топовые графические подсистемы с поддержкой текстурирования, такие как VGX и VGXT, на которых создавали графику для второго Терминатора и Парка юрского периода. Или еще более крутую Reality Engine, с которой в 1993 году поставлялся мультипроцессорный суперкомпьютер Onyx, пришедший на замену Crimson. Не секрет, что большинство систем Silicon Graphics были причастны к миру кино не только как рабочие лошадки, на которых создавали графику, но и в роли самих себя.
Например, Индиго и Кримзон можно увидеть в парке юрского периода. В одной из сцен персонаж Арианы Ричардс усаживается за Кримзон и с помощью трехмерного навигатора пытается найти нужный файл, чтобы активировать замки. Этот навигатор на самом деле существует и называется Fusion или FSN. В сущности, он был всего лишь демонстрационной программой. Управлять системой из него не очень удобно. На Инди с графикой XZ он работает примерно с такой же скоростью, как показано в фильме. Кстати, сам Инди тоже часто появлялся в кино. Его отчетливо можно увидеть в «Джуниоре», «Разоблачении», «Первом ребенке страны», «Джерри Магуайре», «Миротворце» и недавнем сериале «Код на $1 миллиард», где также показаны и другие компьютеры SGI. Поскольку Инди выпускался в период бурного развития игровой индустрии и появления первых 32-битных консолей, он был весьма популярен среди игровых разработчиков. Сравнительно недорогой Инди открывал игроделам доступ к профессиональным 3D-пакетам, которые до этого использовались только в кино и не были доступны на других платформах. А производители этих топовых 3D-редакторов понемногу адаптировали свои приложения для игровой индустрии, добавляя функции конверсии цвета и экспорта данных в форматы популярных игровых платформ. Так, например, американский Wavefront Advanced Visualizer превратился в Wavefront Gameware. Он использовался при создании таких игр, как Creature Shock, Alien Odyssey, Batman Arcade, Johnny Bazookaton и многих других. А в популярном канадском пакете Alias Power Animator создавалась графика к Donkey Kong Country, Killer Instinct, Wing Commander 4 и Daedalus Encounter. Еще один известный канадский пакет Softimage пользовался популярностью у японских разработчиков. В нем ожили персонажи Clockwork Knight, Sonic 3D Blast и Final Fantasy VII. Сама Silicon Graphics в 1994 году заключила партнерское соглашение с Nintendo и использовала Инди как основную систему для разработки игр к будущей консоли, которая тогда еще называлась Ultra 64. Это был проект Reality. Для Инди специально создали аппаратный DevKit, представлявший из себя плату с втиснутой на ней Nintendo 64, с возможностью подключения контроллеров и отладки приложений. На базе Инди также выпускался небольшой сервер Challenge S. Он был лишен мультимедийных функций в угоду расширенному интерфейсу SCSI и улучшенным сетевым параметрам. Такие серверы часто использовались не только как файловые хранилища, но и как рендер-ноды для производства больших объемов графики, чтобы разгрузить основные рабочие станции. За период своего выпуска с 1993 по 1997 годы Инди нашел применение во множестве областей, от 3D-моделирования до веб-разработки. Это был интересный универсальный инструмент с широкими для своего времени возможностями. Когда во второй половине 90-х вышло новое поколение машин Silicon Graphics, на замену Инди пришла другая бюджетная рабочая станция – O2, ставшая еще более популярной. А Инди продолжал использоваться на второстепенных ролях в качестве системы поддержки, пока в начале нулевых окончательно не потерял свою актуальность. Большинство сохранившихся до наших дней компьютеров SGI — это в сущности музейные экспонаты. Но из-за своей исторической роли они до сих пор вызывают большой интерес у коллекционеров. Что касается эмуляции Инди, она хоть и существует, но работает в несколько раз медленнее, чем самый медленный Инди. Поэтому приобретение оригинального железа пока остается единственным относительно доступным способом прикоснуться к миру SGI с его историческими приложениями. Благо, есть международное сообщество энтузиастов, не только поддерживающих сохранность этих программ, но и готовых ими поделиться, а еще помочь советам по приобретению или восстановлению железа. Это если вдруг вы из тех уникальных людей, готовых тратить время и деньги на компьютерную археологию и изучение архаичного софта без мануалов. А если вам больше по душе уютное времяпровождение за просмотром видео на эти темы, то вы на правильном канале. Не забудьте подписаться.